Смотрите, какие ямы. Так, друзья, зуб даю. Тут сейчас будет монетка. В который раз убеждаюсь, сигналы на пляже нужно копать всем. Так, там что-то буянит. Люди, они с утра там сидят, ругаются. А я там собирался, мне было так стрёмно с ними собираться. У меня, так сказать, есть вещи дорогие, а они не очень благонадежные. Сейчас еще потерутся, как бы мне не досталось. Все, кто тут сидели на пляжу, в их сторону начали смотреть, не только я один. А я ведь еще не понимаю, о чем они там балякают. Но возгласы очень громкие. Ссорятся. А я люблю экшон. У меня жена постоянно ругается. Мы еще когда в Батуми жили, сидели тоже на пляжу. И там один парниша явно перебрал с веществами, может, просто с алкоголем. Начал очень себя агрессивно вести, руками махать, кидаться на всех. Так его местные быстро заломали. Подошли пару раз, всекли, он успокоился. Мы его забрали, конечно. А здесь за такое ничего не делают. Ты можешь себя вести как хочешь, просто последний конченый. А тебе нельзя. Ну, может быть, слово ты можешь сказать, но тебя потом так отхуесосит. А руку поднять — это сразу уголовка. Тебя, не знаю, засудят, осудят. Проблем не оберешься. Не дай бог еще он какую-нибудь травму получит, так ты еще за это платить будешь. Так вот, когда этот парниша начал себя плохо вести, я сразу такой: вау, чуть ли не телефон доставать, снимать, вау, экшен. А жена сразу такая: пойдем отсюда, пока нам не досталось. А я сижу такой, смотрю, мне интересно. Считай, бесплатный цирк. И так постоянно. Так, сигнал докапываю. Ой, вспомнил еще похожую историю. Жили в Турции. Городок Мерсин, вообще не туристический. Шли в пригороде по одной из центральных улиц. Слышу, машина гонит просто. Такая, знаете, старенькая, типа Volvo. Представьте девятку нашу. И наперевес какой-то седан просто. Хопа, резко останавливает. Из этого седана мужчина выходит такой, крупный, бородатый. Достает из-за пазухи пистолет и на этого водилу как направит. А потом хоп-хоп и заломал. Я такой: нифига себе, экшен, тоже хотел телефон, хотел смотреть. Было недалеко, считай, метров 20-50, может быть. А жена в этот момент как на меня за руку, как потащит. Типа: пойдем отсюда быстрее, пока пулю не слопотал. А мне интересно. А жена такая: пойдем отсюда. Потом она мне долго это припоминала и ругалась на меня. Типа: ты чё, блин, как бы пристрелили. А мне интересно. Вот так вот. Ой, пока копал сигнал. Сейчас, наверное, докопаю. А, это всего лишь крышка была. Это всего лишь крышка была. Сейчас ямку буду закапывать и расскажу вам еще одну историю. Недавно было, буквально в январе. Поехали на новогодние праздники в Буэнос-Айрес отдохнуть, посмотреть город. Гуляем по нему днем, гуляем. Слышим какой-то шум, гам, какие-то крики, лай собак, детские крики, женский писк. Мы идем, такие не понимаем, что такое. Идем и все громче и громче. Понимаем, что это вот так. Идем по улице, и это из-за угла. Доходим за угол, смотрим, а там кучка людей разнимает двух женщин. Одна женщина другую просто так мутузит, так просто, не знаю, как UFC каком-то. Та женщина уже повалилась на землю. И такое чувство было, она хотела вот так взять. Та женщина, которая била. И вот этой второй по голове об асфальт. Вроде нет. Я такой: смотреть интересно. А жена тоже в этот момент:
Пойдем быстрее. Чё ты встал? Чё ты смотришь? Сейчас тебе достанется. Вроде не досталось. Пришлось уйти. Не знаю, чем закончилось. Так, сигнал. Полиция сейчас почти на каждом углу. Очень было интересно, почему в тот момент рядом не было. И там вроде тоже с этим сейчас посложнее. За такое могут и упечь, и не будут разбираться. Что это у нас тут? Что это у нас тут чернит? Время уже 8:40. Солнце начало печь сильненько. Опа, монета. Я же говорю, монеты чернят. Один песо. Спасибо. Идем дальше. Давно монет не было. Так, очень уставлен на монетный сигнал. Сейчас проверим, сколько я научился определять. Монета, не монета. Да, это мои любимые. Смотрите, 10 песо. 10 песо 2000 года. В хорошем состоянии. Даже, наверное, снимем сейчас. Да, я угадал, что это монета. 10 песо. Узнал по квакающему звуку. Так, у входа очень громкий звук. Сигнал очень громкий. По ушам бьет. Потерял. Куда? Ага, походу вот оно. Смотрим, что это. Это еще один кусок плавленного металла. Спасибо, не надо. Так, опять квакающий звук на 4. Проверяю свою теорию, что монеты квакают. Нет, это кусок металла. Ржавого. Почему он квакал? Не знаю. А это похоже на крышку. Копаем под 30-очку. Чуть-чуть не угадал. Это пивной ключ. Не крышка, пивной ключ. Так, очень похожий сигнал. Хочу проверить, что это. Пивное. Крышка или ключ? Ребята, я был неправ. Это не пивное. Это самое настоящее монетное, уже с патиной, ржавое. Ну, 1 песо 2024 года. Вот так вот. Не копай крышки. Ай, чуть не уронил. А, нет, все нормально. И как вот тут быть? Так, друзья. Был поверхностный громкий сигнал. Прям сверху. И вот оно. Вот оно. Опа. И это у нас 2 песо. Капибара. Спасибо. 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 Время почти 9. 8:53. Солнце уже начало прям очень сильно печь. Наверное, скоро буду закругляться. Пару проходок еще сделаю на этом месте. Быстреньких. Потому что не хочу сгорать. Так, был черный сигнал. Прям сверху. Угадаете? Нет. Но это опять
колышек от палатки, от тентов. Я не помню, были у меня дни вообще, когда я без них уходил. А то и упаковками целыми находил. А ребята те все ссорятся. Что-то выясняют. Коллеги, смотрите, какие ямы. И это ведь не я. Это не я копал. Тут полметра, там метр. Тут почти полметра. Это все собака сегодня. Вроде породы гончая. Вот еще такие же большие ямы. Офигеть. Я там копал и смотрел, как она копала здесь. Хозяин тут лежал, отдыхал. Так, друзья, зуб даю. Тут сейчас будет монетка. Да. Вот оно. Вот оно. 2 песо. 2 песо, спасибо. И узнал монетку. Чуть колышек не потерял. Ну ладно, сделаю последнюю проходку здесь. В дюну уже не пойду. Не издевательство делать пивные ключи золотыми. Чтобы они еще звенели громко. Да еще когда на поверхность выходит, показалось тебе. Сердце в пятки ушло. Только что очень громко звенела фольга. Сделал несколько шагов, опять зазвенела фольга. Смотрю, а это тут уже не фольга. Монетка была, потерял. Сейчас найдем. Да, 1 песо звенел точь-точь как фольга до этого. В который раз убеждаюсь, сигналы на пляже нужно копать всем. Яма собачья. Проволока из-под шампанского. Или от пива такая тоже бывает. Сидра звенела ровно 4, но отдавала эхом. Проверять нужно было, тем более она сверху лежала. Поднял 1 песо. Прям почти на поверхности. Под ним еще что-то звенит. Не очень место, если честно, подряд. По шагу просто. Пивная. Каждый шаг. Пивной ключ. Крышка кока-колы и проволока. Буквально каждый шаг. Ну, благо все сверху, но нагибаться за ними все равно приходится. Сейчас делаю заворот и точно последний проходка. Устал. Время 9, солнце печет, не могу. Коллеги. 44. Громкий сигнал был. Даже надо заснять. Коллеги. 46 сигнал. 46 сигнал. И заснимем. И что это у нас здесь такое? Замок. Недавно ключ находил. Закрытый замок. Интересно, зачем он и кому нужен. Иду домой. Зайду в кафешечку. Куплю пироженки. Приду домой. И как с кофе наверну. Сейчас еще вам засниму, что я, в общем, сегодня нашел. Но вроде сегодня ничего интересного, без изысков. О, что это за сигнал? О, да ладно, на выходе монетка. Да, монеточка. Ржавая, конечно. 2 песо вся. Битая. Ну, приятно. Спасибо. Коллеги,
Еще на выходе сигнал под 40, по 36, это еще 2 песо 94 года в хорошем состоянии. 2 песо в хорошем состоянии 1994 года. 1994 года. Прям на выходе. Спасибо, сверху лежало. В следующий раз, наверное, я здесь прям вот так пойду. Я тут давно не ходил. Точнее, наверное, тут у входа никогда не ходил. Там ходил, там ходил. Здесь никогда не ходил. В следующий раз здесь. Я вот так участками хожу. Так, ребята, там приходил сейчас мужчина на пляж. Не в первый раз его вижу. С ведром он приходит, купается. Не знаю, голову моет или что. И я понял, зачем ему ведро. Он на нем играет, как на барабане. Он там сидит, играет. Друзья, коллеги, спасибо, что были со мной. Сейчас покажу вам находки. Время 9:20. Собираюсь домой. Устал. С катушкой. Ног-то. С катушкой маленькой ходить намного удобнее по пляжу, чем с большой. Рука меньше устает. Копать яму меньше приходится. Возможно, такие глубокие находки, но не вижу в этом проблемы для пляжа. Я его вычищаю, считаю подчистую. Друзья, покажу вам находки. Как всегда, куча мусора. Таблетки. Замок закрытый, штырек, перстень, не цветмет и монетки. Что-то монеток все меньше и меньше нахожу. Не знаю, с чем это связано. Может, ленюсь, всего 2 часа гулял. Ну, вот так вот. Yeah.